Сеньоры и сеньориты, приветствую, с вами сэр Холмс, это Morrowind, Tamriel Rebuild. Я нахожусь в Золотом Карьере, близ Альмалексии. И пора двигаться дальше на восток, а точнее на юго-восток. Я бы сказал даже на юго-восток-восток, в сторону Басморы. Несколько предыдущих эпизодов, связанных с путешествием по Альтаритану, Ланаритану, были довольно-таки скудными на события. Вероятно, потому что местные земли либо не проработаны вообще в плане контента, либо проработаны скудно. И реально еще ни одного квеста не было. Вот смотрите, сейчас у нас 3 восхода солнца. Последняя запись в журнале 30-го утренней звезды. То есть 4 внутриигровых дня уже ничего не происходит абсолютно. Вот, но я думаю, когда доберусь до Басморы, это изменится. А, кстати, я же так и не побывал в этом особняке. Вот, если вы помните, я спустился здесь, набрел на древнюю крепость Данмерскую. И близ нее были развалины. А вот здесь я еще не бывал. Классно у тебя туника. Или что это, как это назвать? Да у тебя тоже неплохой аутфит, знаешь ли. Я кузен почтенного советника Талатерана. Поэтому я вообще-то слишком важен, чтобы говорить с такими, как ты. Иди тревожь каких-нибудь рабов своими вопросами. Ну ладно, что ты. Да. Я слышал, что здесь неподалеку карьер, которым владеет мой кузен. Ну, я не уделяю внимания таким маловажным вещам. Ну, вообще, карьера от тебя действительно довольно близко. Ну, как бы... Нам стоит не забывать, что тут все-таки... расстояния уменьшены. Как и время, да? Ускорено. Вроде не прочь сбежать, если будет ключ. А ключ мы можем поискать. Не видать ключа. Ну, я пытался просто последовать его совету и побеспокоить его раба. Седьмая проповедь века. Но раб... Оказалось, рабыня не слишком разговорчивая у нас. А вот еще одна. Тоже не разговорчивая. А где тут ключ-то, чтобы вас выпустить? Не видали ключа, а? От своей свободы. Понятно. Вот такие любят данмеры у нас. Обширные подземные помещения сооружать. Я думаю, ключ, если есть, он может быть здесь. Вероятно, это он. Speak, traveler. Так, я, говорит, сестра советника Ереверита, вот этого вот. Так, вот наш особняк.
Моя старшая сестра воспользовалась шансом покинуть столицу, поэтому я здесь резидентствую. Ну, приглядываю за хозяйством, короче. Но у меня, в отличие от нее, немного интересов в политике, и мне по душе жить здесь, в мире, в этой сельской местности. А, рудник, карьер. Можешь найти его там-то, там-то. Источник богатства моей семьи. Ну, я не очень-то в курсе там происходящих вещей. Окей. Ух ты, смотрите, какой малахитовый амулет мстителей. Ага. Слушайте, это надо своровать. Королевский пояс. Ух. Это надо своровать. Вы тут, ребята, и так хорошо живете. О! Слушайте, это же квестовая книга. Вроде бы про нее мне и говорили, что из нее можно узнать, как исцелиться от скумы. Похоже, пора ознакомиться, друзья, с книженцей очередной. Ну, конечно же, это никаких записей в дневник мне не добавляет. Но я подозреваю, что, может быть, Джабаша что-то скажет по этому поводу в Вивеке. Книгу я воровать уж не буду. А, кстати, я уж тут зачитался, совсем забыл, что же хотел стырить ключ. Я что, я уже стырил, что ли? Я помню, он назывался Серебряный просто. Silver. Simple. Ничего не понимаю. Где я его видел? Уже забыл, надо же. А, я понял. Смотрите, я перезаходил в игру. Я вот сейчас перезаходил в игру, когда вот книжку озвучивал, да? Записывал. Ну, поняли, короче. Потом, собственно, загрузился, тут уже лут обновился в вот этих вот всех контейнерах. Вот же ж. Так тут нет, значит, ключа никакого от рабов. О. Мясо орнады, пожалуйста. С пепельным бататом. Хороший очень обед. Ну ладно, пойду тогда отсюда просто дальше. Вот, поговорить с Джабашей, значит, надо будет. Все равно, что Джабаша, что... Как его там? Жданар находятся в Вивеке оба. Вот, ну и книгу можно же и прикупить у Джабаши будет. Тем более, что она совсем дешевая, и сейчас я с собой не хочу ее таскать. Один ключ от Аркентанда чего стоит? 50 фунтов, чтоб его так... Так, я же правильно иду в Басмору? Правильно иду. Некром, Дрейним, Басмора. Отлично. Прям все то, что нужно. А вот там южнее земли еще не доделаны. Вы даже можете видеть, что там, по сути, вон только какие-то голые ландшафты.
Вот, а здесь я еще не бывал. Сюда я вступаю впервые. Ну, там, конечно, я уже облазил. Так. Басмора. Эннамордейн. Что-то я слышал про это поселение, уже не припомню точно. Надо бы сварить кое-что. Да. Восстановление запаса сил, потому что все эти длительные переходы пешком утомляют. Ну, вы знаете. Вы это знаете. Тутуева, кстати, мне дал подсказку такую ценную, что... Почему ты, Холмс, до сих пор не додумался, что можно варить себе просто постоянно зелье восстановления стамины? И вот, я наконец-то выработал привычку с собой таскать постоянно какие-то легкие дешевые ингредиенты для подобных зелий. Так, очередной какой-то особняк, похоже. Или это Басмора уже? Туда дрейним. А, да, это Басмора, друзья. Ну что ж, новый город. Новые приключения, полагаю. Это что такое? Никс Маунт. Типа. Скакун. Нормально. А куда ты доставляешь? Караванщик. Могу транспортировать тебя на короткие дистанции. Моей полоски. Куда? Эннамордейн. Окей. Буду иметь в виду. О, вот здесь я могу поторговаться, да? Так, дайте-ка пристану к какому-нибудь торговцу лучше сначала. Вон, к брату Хаджиту пристану. Здравствуй. Кисин. Пришел за пепельным бататом? А Кисину больше нечем торговать. Кисин в беде. И никто в Басморе не поможет Кисину. Ну что случилось, дружище? Плохие люди хотят вести дела с Кисином. Плохие дела. И неприбыльные, и нечестные. Поэтому частный торговец Кисин их отклонил. А теперь плохие люди угрожают Хаджиту. Говорят, что они распространят ложь в уши Страшен Дарил, если они не получат денег. У Кисина уже бывали такие лживые делишки. И Кисин не хочет получать это снова от плохих людей. Поможет ли Органианин? А почему ты не расскажешь страже? Индарил всегда ищут оправдания какие-нибудь, ну, не оправдания, а эти причины, чтобы приставать к Кисину. Пошантажировать, может быть. Если они узнают, что Кисин в беде, они скажут, что Кисин сам вызвал эту беду. Кисин не может сказать стражам «нет, нет, нет». И Холмс должен обещать, что он тоже им не скажет. Ну ладно, я скажу, я помогу, давай. Плохие люди остановились в Сосур-Даре в железной шахте. Кисин хочет, чтобы они оставили его в покое. Так, Сосур-Даре, да? Она находится на запад от Басморы.
на север от моста. До того, как ты перейдешь реку. Угу. То есть где-то рядом с Двемерскими руинами, похоже. Она темная, сырая и вонючая. Хаджи не любят вонючие места, не. Кисин туда ногой не ступит. Так, ну... Окей, но я хотел бы сначала в Басмаре тут у вас осмотреться. Кисин живет скромной жизнью торговца здесь. Он намного счастливее здесь, чем на плантациях. Далеко на юге, там, где Кисин родился. Расскажешь подробнее? Кисин честный бизнесмен. Да, очень честный. Не слушай все эти слухи, которые другие про него говорят. Эти снобы Индарил просто... Им не нравится, что свободный каджит вроде Кисина живет в их городе. Ну, я понимаю. О, смотрите, что у него тут. А у меня скума же была. О, слушай. Блин, а что ты не берешь скуму-то? Надо было собирать весь этот лунный сахар в этих крепостях, где только там я его не видел. Ну, хоть вот стекло возьмет на меня, и то хорошо, и то в путь. Так, что тут еще потяжелее из... Сердце гуля? Или вон мыло сладов? Да и сердце гуля забирай тоже. Батат, ну давай батат, что погрызу. Что бы еще впарить-то ему. Шелк, да, эдра? О. Блин. Ну давай, что ты не хочешь 10 монет мне сторговать? Помощнику своему главному в твоей жизни несчастный. Ладно, счастливой, но пока не максимально удачный, так скажем. Ладно, давайте поговорим с кем-нибудь менее озабоченным своими проблемами. Так, подожди, я забываю амулет надевать свой. Ну, приветствую. Я, говорит, воин. Как у вас тут в Басморе? Это спокойное маленькое поселение. Расположенное внутри прекрасных изумрудно-зеленых лесов Ланаритана. Несмотря на то, что у нее маленький размер, местная экономика довольно сильна благодаря нашей близости к столице. У нас довольно много здесь услуг, большой рынок и хорошо, в общем, храм. Поэтому в целом очень хорошее место, чтобы жить здесь. Местная экономика. В общем-то, по большей части базируется на коммерции. Путешественники и люди, которые живут в окружающей сельской местности, приходят в Басмору, прибывают за припасами. Местные рынки довольно велики для такого маленького города. И довольно много различных типов торговцев можно здесь найти. Что по услугам? Тут довольно много услуг. Силстрайдер, ты можешь найти его в северо-восточной части города. Прямо... Ну, в общем, тут рядышком также. И открытые и закрытые рынки. Главные центры местной экономики. Другие места, где можно получить услуги, это храм трибунала и гостиница Звездного Света. Как это? Ну-ка. Starlight Inn. Гостиница Звездный Свет. Наверное, Звездный Свет, да. Наиболее удачно. И они оба находятся в центре города. Если тебе нужна какая-то помощь, капитан стражи резидентствует
на западе плато. Это местная гостиница в Басморе. Управленец очень дружественный, и услуги там самые лучшие. Я бы рекомендовал тебе, если хочешь найти место, где можно расслабиться. Ладно, спасибо. Что про местность скажешь? Басмора окружена очень щедрой растительностью лана-ритан. Также есть горы на север и на юго-восток. И можно также обнаружить двое руин. Одна — это Двемирская цитадель Хананзр. Я там уже был. Нет. Ну да, Хананзр. Хананзр. Да, там я был. Другая — это древний горный монастырь Дуландес. Зловещее место. И люди стараются о нем не думать. Дальше на восток у нас недотрил. О! Мне же там надо найти на побережье недотрил, поселение Сейтур, да? Надо свериться с журналом. Город Энамордейн. На восток великий город Альмалексия. Дом короля Моровинда и живой богини трибунала. Энамордейн — это маленький прибрежный город на восток отсюда. Там не очень-то много всего интересного. Но можно добраться на лодке довольно быстро на остров Горн. Если туда ты и направляешься. Отлично. Ладно, а про народец местный что скажешь? Капитан стражи Релам Саравин. Его ты можешь найти в его доме над гостиницей «Звездный свет». Так. Годовин Фарис — это местный аристократ, наш предводитель, если хочешь. И он проживает в своем особняке на плато на восточной части города. Угу. Ну и, в принципе, это единственные люди, достойные упоминания. Хотя есть еще кое-что. Хаджит по имени Кисин. Его лучше избегать. Он и этот свит Ахасус Саравин из храма ничего не доставляют, кроме проблем. Смотрите, впервые вижу, чтобы имперец использовал данмирские словечки типа свит. С другой стороны, почему бы нет? Он все-таки живет с данмирами тут в окружении, да? С кем поведешься, того и наберешься. Спасибо, слушай, ты меня просветил. Прям неплохо, это было интересно. Так, ну давайте пройдемся еще по... я еще слышал про железную шахту Сосурдари. Что про нее можешь сказать? Старая железная шахта на запад отсюда. Покинь Басмору с севера и следуй дороге, прежде чем... пока не дойдешь до моста. Потом следуй на север по берегу реки. Она уже многие годы заброшена и никому не было интересно, осталось ли там что-то из железа. Но некоторые новоприбывшие недавно нашли там новую жилу. Ну или так они говорят. Никто им не верит и тебе не следует. Ну контрабандисты. Я даже особо не сомневаюсь. Контрабандисты любят у нас такие пещеры всякие, заброшенные шахты, гроты на побережьях. Классно же прятать там контрабанду. Так, ну...
Что тут слышно-то у вас вообще? Похоже, в Басморе появился вор. Стража еще на его след не напала, но большинство из нас полагают, что это просто дело времени. Со скумой... А, смотрите, он торгует даже несмотря на скуму. Может, ты ее еще и возьмешь у меня? Ну, тут ничего особо интересного у него нет. Продать-то мне ему нечего особо. Вообще нечего. Как правильно сказать. Кстати, контрабандная выпивка тут у меня. Ну, зато поговорили хорошо. Да, ты еще что-то хотел? Неплохой у нас рыночек тут, а? Да не говори. Я тоже торговец. Так, ну тут пошло все то же самое. Кстати, можно было поспрашивать еще про вот... Я забыл. Про вот Мэрис Деневен. Я уже забыл, кто это. Ну, вы уже меня понимаете в этих именах. Запросто запутаться. Это все то же самое. Слухи. То же самое. То же самое. Мэрис это кто? Она советница Индарил, которая живет в большом особняке около реки на запад. Она редко покидает свое жилище и... Ну, это вроде в Тире они как раз, вот семейство их живет. А, да сюда я смогу, пожалуй, сбагрить свои амулетики всякие. А меня зовут Талин Маренди. Большую часть своей жизни я путешествовала из города в город, продавая свои товары. Но недавно я села в Басморе, в городе, где я родилась. Финансовые проблемы больше мне не позволяют путешествовать. Да, расскажи подробнее. Я делаю одежду, продаю ее. Так. Подробнее она, похоже, не расскажет. Ладно. Ну, у нее не так уж много на самом деле. Денег-то. То есть я, по сути, и могу продать вот только... Я даже лучше продам вот... Да, кольцо медузьего взгляда. Еще и сторговаться не смог. О, здесь... О, алхимик. Ну, погнали. А, ты тоже алхимик. Ну, хорошо. Что слышно? Ничего. Найти бы тренеров каких-нибудь, вот серьезно. Ах, да, Скума, вот ты уже у нас более избирательный парень, да? Флин возьмешь? Блин, жалко ему Флин продавать. Можно что-нибудь попроще, типа мыло сладов. Ну да, в самый раз ему. Да, не хотел я с тобой говорить, я хотел свою Скуму забрать.
Такой обнаглевший со скумой пришел, просто выставляю ее у них перед лицом. Да, ты, возможно, обо мне слышала. Так, алхимик и подданный великого дома Индарил. Скума, да. Вот, здесь можно поторговаться неплохо. Сердце Даэдра. Оборудование мастера, кстати. Может, мне имеет смысл таскать еще реторту с собой, а? Тебе я продам алкашку. Она самая тяжелая из того, что у меня есть. Ну, жаль, конечно, что ты не берешь скуму. Ну, что поделать. Так, ладно. А, вот еще рынок. Супер. Закрытый уже только. О, да, неплохо. Камни душ, свитки. Ага. Привет, привет. Можно зачаровать еще у него что-то. Ну, и он не имеет ничего против скумы, что приятно. Я думаю, у меня столько ни к чему. Всяких вот. Вот так, да? Нормально. Так, и по свиткам что? Но вот эти мне жалко даже продавать, они классные. Мощные, жесткие. И эти ловушка душ. На цель. Я их лучше буду выкладывать у себя где-нибудь. Где-нибудь прятать, знаете. Вот этот свиток мне точно не нужен. Я и так все вскрываю. Ну, вот это, конечно, жесткая штука. Но, вот знаете, это из тех как раз спеллов, на которых много всего. По чуть-чуть. Но в итоге не дают ничего интересного. Ну, типа, чуть-чуть он станет слепее, чуть-чуть тяжелее ему станет. Ну, вот деморализация неплохая здесь от 0 до 50. Но, опять же, от 0 до 50. То есть, может и единичка выпасть. А разрушить оружие и броню на 5 единиц. Ну блин. Камон. Так, ну ему я могу. Сколько-то не возьмешь, да? Ему я могу, вот, наверное, амулет сбагрить как раз. О, идеально. Ну, верни мне одного какого-нибудь фуражира Квамы. Вот. Я, говорит, тут делаю классный мерчендайз, покупай мою одежду. Ну и тоже не париться насчет скумы всякой. Вот прямо эти торговцы мне нравятся. Но что-то денег совсем мало у него. Вот, например, я даже захочу тебя продать. А, кольцо медузы я уже продал одно. Ну, типа, я могу тебе только вот такие уже дорогие продавать. Как-то, блин. Невыгодно получается. Я всегда любила готовить и выпекать. Моя мать была алхимиком.
в гильдии магов несколько лет назад, поэтому я вдохновилась и последовала ее стопами. И в конце концов у меня есть маленький алхимический магазинчик. Ты умница какая. Вот она, наверное, не захочет иметь дела со скумой. Точно. А кто захочет? Welcome, friend. Are you the one Ух I ты. heard talk about? Да, это я тот самый аргонянин Холмс. Скуму купишь у меня? Ну, скуму не купит, но можно продать опять же что-нибудь. Ну, свитки я все продал уже лишние. А больше ты ничего, да, не будешь брать? Маг и призыватель гильдии. А, коллега! А ты думаю, что ты так меня любишь? Да, да, да. Рад повидать дружественные лица в этой незнакомой местности. Но... А, кстати, дай-ка еще я взгляну на твои товары. Может, тут что интересного? Книгам? Ну, или по свиткам. Очаровать, ослепить. Щит мороза. О, кстати, неплохо. Исцелить зелье, паралич, болезнь. Вот, лучше вместо этого взять вот этот, правда. You seek information, Argonian? Вот ты возьмешь скуму по-любому. Давай. Да, она ее берет. Но денег у нее мало. А, слушайте, так давайте я, наверное, вот продам ей скуму и возьму сиродильский бренди в довесок себе. Блин. И суджаму. 2 суджамы. Нет, ладно, 1 суджаму, черт с ним. Отлично, сбагрил скуму даже. Спасибо, очень было приятно с тобой вести дела. А это что за чудо? Стражник им дарил, окей. А что-то ты это, слушай. Одет-то не в ту форму, которая должна быть. А? Не по уставу? То есть это устаревшая на самом деле их. Копирующая там. То есть то ли Ридаран, то ли Хлалу. Ты будешь что-нибудь у меня покупать или нет? Военный мечник гильдии бойцов. А что за equipment chest? А, ну да, это гильдейские сундуки. Ну, неплохо, но... Ничего особо интересного для меня. Мне продать ему тоже нечего. Как это? Реле гильдии магов? Реле. Ну вот, телепортация тут, да? Здравствуй. Так, я... Гвеннифер Бретон. Бретонка. Гвеннифер Бретонка. Прикольно. Проводник гильдии. Я предоставляю мгновенную телепортацию между различными... Ну, я это знаю, да. Ну,
Это я тоже все знаю. А что о себе ты расскажешь? Ничего больше. Акамора, старый Бенгард. Отлично. Супер. Идеально. Можно прямо сейчас смотаться и выложить там всякие ключи. Тяжелые от аргентандов. Но я пока торопиться с этим не буду. Но это такой чисто филиал гильдии магов. То есть тут, похоже, даже ничего не это. Так, ну вы меня знаете, друзья. Я все очень кропотливо изучаю. Очень так... вкратчиво и подробно, поэтому остальное я на следующий эпизод оставлю. Зайдем, конечно же, в гостиницу, зайдем тут еще, может, к парочке каких-нибудь важных товарищей. Вот, ну и да, на повестке дня у нас теперь есть квест. Наконец-то, впервые за 5 серий, по-моему. Первый квест. Помочь Хаджиту. Вот, а вам спасибо за просмотр и за внимание. С вами был Сэр Холмс, Morrowind Tomb Raider Rebuild. Лайки, подписки, пока-пока.